Сегодня расскажу о том, как зарабатывать с одного приложения больше полумиллиона, что это реально, и постараюсь развеять все основные мифы и потом ответить на вопросы. Доклад будет больше построен про то, как технически выстроить свою работу и какие факапы лучше не совершать. Немножко о нас, если кто-то там первый раз видит. Команда у нас уже 6 лет работает в этом рынке как CPA-партнерка, а в арбитраже около 8-9 лет. Вот. У нас 80 человек в ClickLead и 30 человек в Buying, может даже чуть побольше. Buying у нас состоит из 4 команд на данный момент, и постоянно ищем новых тимлидов. В принципе, географию сотрудников у нас сейчас уже по 4 странам. Это Россия, Украина, Казахстан и Узбекистан. Вот. А про то, про что ClickLead, это полноценная CPA-платформа. Вот. Мы работаем с приложениями уже 4 или 5 лет и продвигаем этот способ продвижения iGaming-офферов, потому что он наиболее релевантен рекламодателям. Не такой классный, как PPC или SEO, но тоже хороший. Вот. У нас постоянно больше 15 прил в работе, там 1000 офферов, и уже за 6 лет накопилось больше 20 тысяч веб-мастеров. Вот. И стараемся помогать людям, в том числе закрывая все их финансовые вопросы. Палка, Wire, Биток, Visa и так далее. Вот. Это про ClickLead. А теперь про пользу. Что там, да, проигрывается. Вот. Мы выстроили работу так, что у нас в постоянном наличии очень много приложений. Это связано с тем, что постоянные баны Гугла, постоянные метки Фейсбука и так далее, чтобы кто заливает гимлу с Facebook или с другого источника трафика, понимаете, какая проблема с прилами. И мы работаем над тем, чтобы наша инфраструктура позволяла оперативно получать замены. Вот. Но что можно сделать? Скрин делал как раз вот вчера. Из свежих у нас достаточно много прил, и многие из них живут по 100 тысяч инсталлов. И сегодня хочу рассказать, как делятся рынки, потому что на скрине, например, показано, что если не жестить и не делать глупостей, прилки живут по 3 месяца. Это все залив с Фейсбука. Вот. И, в принципе, можно хорошо заработать, если грамотно работать с ресурсами. И хочу этим развеять миф. Вот, я знаю, есть куча команд, которые, например, измеряют жизнь прилы в днях. Но, камон, если правильно выстраивать работу, можно вполне хороший объем денег выжимать с прилки, и 200, и 300, и 500 тысяч долларов, и работать с ними достаточно долго. Тогда вы можете оптимизировать свою рекламу, работать с таргетами и работать как с полноценными прилками и не знать проблем. Что касается мифов про то, что видно, про то, что там прилку нужно там затачивать под одно гео и так далее. По скрину видно, что это полная чушь, потому что та же прила и многие наши прилы, они оптимизируются на основе тех депозитов, которые у нас были ранее. И мы можем прогружать отдельно по Германии, отдельно по Канаде. И на скрине видно, что даже на этой прилке лился абсолютно разный трав. И Германия, и Канада, и Нидерланды, которые вот недавно остановились у хорошего рекла, и Италия, и Франция, и Австрия, и что там еще, и Испания, и Чили, Латам, и там еще куча-куча стран. Вот. Это говорит о том, что если вам кто-то втирает какую-то дичь, не всегда верьте, с хорошей прилкой можно работать практически во всех странах. Вот. Это про деньги. Но как мы работаем и, скажем так, какой методологии следуем при работе. Все это основано на нашем опыте, нашем заливе, и расскажу сейчас, как работаем именно мы, как арбитражники. Мы четко разделяем гео на 3 категории. Это дешевые гео, вот, туда входит Бразилия, практически весь Латам, Индия, Бангладеш. Кто работает с СНГ, мы тоже туда относим. Вот. Какие особенности? Я называю это торговлей пирожками, потому что у вас выплаты по 20-30 долларов, по 50, если очень хороший трафик, это 60-70 долларов, но вы никогда не получите 300 баксов за ФДшку в этих гео. Но это очень хорошая точка для старта, и ребята, которые только начинают, мы в том числе рекомендуем, ребята, обкатитесь на дешевых гео, чтобы можно было набить руку и понять, как работает оптимизация, как запускаться, как работать с криосиками и так далее. Особенность этих рынков, что практически весь трафик там — это Android.
Вот. Из положительных сторон этих гео то, что это единственные страны, где можно полноценно работать с UAC. В остальных странах практически невозможно. Еще в Тир-2 в каких-то можно выжить, но вот как рассказывал тот же Женя Столповский, в основном только в этих странах можно работать. Гипотез много, почему так происходит, но факт остается фактом. ЮАК льется только на этих странах. Ну и с Фейсбука тоже можно хорошо отливать. Цена инсталла в основном там 10, 20, 30 центов. И новичку можно хорошо набить руку. Но команды, которые опытные, у которых достаточно ресурсов, ну, я не совсем понимаю, почему работают. И те, кто зарабатывает на самом деле большие деньги, это типа там Сани, Зорбасов и остальных, они просто объемом выжигают всю эту аудиторию. Таким образом, да, можно наливать там 700, 1000 депозитов в сутки и получать там 15-20 тысяч долларов выручки. Но, камон, типа у нас, например, профиль на той же Германии, и у нас вебчик бывает там зальет 250 депозитов по Германии за сутки, а это как бы 60 косарей. Вот. А как бы у вас те же самые люди, те же самые прилки, те же самые карты, все то же самое. Вот. Поэтому, ну, тут на любителей, у кого как получается. Особенность еще этих гео, что в основном они продвигаются быстрым заработком и новостным подходом. Новостной подход — это так по-модному названо, по факту это фейк-ньюс, когда рассказывается новость, что вышла какая-то прилка очень крутая, и вся страна на ней зарабатывает. Вы, если сидите в спаях, можете наблюдать такие штуки. Это вызывает негатив у людей, которые умеют думать. Вот. И поэтому они очень сильно обузят эти прилки. И нужно следить за тем, чтобы рейтинг не падал. И у рекламодателей в этих странах очень строгий KPI, и не потому, что они так тщательно борются за трафик, а потому что по простой причине там невозможно работать легально, и им постоянно блокируют карты. Если будете внимательно работать с этими продуктами, будете часто наблюдать, что в один и тот же день у вас может пропасть конверт, а по факту, когда вы проверяете всю воронку работы, оказывается, что та или иная платежка перестала работать или в ППХ поменяли на другую, и она уже не отрабатывает в прилке и ведет человека в никуда. Вот, поэтому учитывайте эти факторы. Вот. И еще дальше подробнее расскажу, но особенность дешевых гео в том, что вы ограничены в ресурсах. Вам нужно точечно следить за себестоимостью. Вы не можете купить крутой аккаунт, не можете потратить много времени в человека-часах вашего фарм-отдела на то, чтобы хорошо прогревать эти аки. Ну, такое. У меня субъективное отношение. Что касается средних по стоимости гео, это Тир-2, туда входит уже Чехия, Польша, ну, Италию можно отнести, хотя я бы ее отнес больше к Тир-1. Вот. В этих странах уже повкуснее история, там можно работать и по 100, по 150, если очень хороший трафик, можно по 200 баксов продавать за ФДшку. Там менее жесткий KPI, потому что там уже более адекватно выстроена работа с приемом денег. Но в то же время есть high-risk страны типа Франция, Италия, где нужно также внимательно следить за тем, чтобы платежки работали. Там бывает такое, что сегодня вы там залились, в ROI все круто, ничего не меняли, на следующий день у вас падает конверт. Падает конверт только потому, что рекламодателю отрубили один из шлюзов, и он больше не может принимать деньги. Но из-за того, что в этих странах достаточно высокий достаток у людей, они уже воспринимают казино как времяпрепровождение, а не способ быстрого заработка. И здесь уже хорошо отрабатывают игровые креативы, где показываются эмоции, выигрыши, крутые слоты и так далее. И в этих странах люди уже разбираются в слотах. Вот. Также в этих странах хорошо уже отрабатывает iOS-ки. Да, iOS-ки продвигает и в Тир-1 странах, и по ключам выводит и так далее, но именно с покупным трафиком, с АСа и так далее очень адекватно и вполне рентабельно работать уже начиная с этих стран по iOS. Несмотря на изменения с 14.5 осью, ASA все равно хорошо летит, и в одни руки iOS-прилка тоже хорошо отрабатывает. Вот. И переходим к дорогим гео. Это Германия, Канада, Австрия. Здесь уже очень сложно работать новичкам, потому что здесь нужны большие бюджеты, надо много денег потратить на то, чтобы найти связку, просто потому что у вас себестоимость трафика высокая. У вас уже в этих рынках сильно конкурируют за медийку, в том же ЮАКе, вот с Женей общались. Он говорит, что в этих странах практически не льется ЮАК, потому что крупные бренды выкупают всю видеорекламу, а ЮАК в основном, кто работает с ним, они работают через видосы. Вот. Но зато здесь очень хорошо отрабатывает тот же Facebook и инапы, когда это получается сделать. Вот.
Что касается особенностей работы с дорогими гео, здесь вы уже можете себе позволить нормальную инфраструктуру, если заходите к этому по-нормальному, нормальный форм-отдел, дорогие аккаунты, более дорогие прокси, которые не отваливаются и работают стабильно. То есть порог входа достаточно высокий, но он оправдывает себя, потому что если вы работаете с очень крутой инфраструктурой, супердорогими лакшери-прокси, максимально там трастовыми аккаунтами, вы на тир-3 странах, но тупо сольетесь в минус, потому что себестоимость будет высокой. Вот. А на дорогих гео это целесообразно. Вот. Что нужно для залива? Наши команды делят этап на 4 шага. Это ресурсная часть, и они проходят ЗРДшки, проходят всякие полиси, что там еще, риск-пейменты и так далее. И фарм-отдел помогает этому. И особенность подхода, при котором можно хорошо зарабатывать, это не бросать аккаунты, а относиться к ним как к хорошему ресурсу. Те ребята, которые льют с максимально, скажем так, дешевых, так называемых трендовых аккаунтов, ну, камон, когда вы соседствуете с какими-то арбитражниками, ну, как-то заработать не получится. А когда вы работаете с хотя бы авторегами или хорошим фармом или арендой, можно проходить баны. И если обращать внимание на то, что пишет вам Facebook, а он всегда пишет вполне конкретные вещи, можно подаваться на разбаны, и, например, мы выводим из бана порядка 80% аккаунтов. Это достаточно высокий показатель. Вот. Таким образом, вы не расходуете ресурсы попусту, и когда вы проходите все эти круги ада, у вас, в принципе, хорошие спенды идут с аккаунтов. Дальше нужно использовать трастовые фанпейджи. Вот, и там у Buying прям очень много пошаговых и трудоемких процессов. И для таких уже подходов системных нужно формировать фарм-отделы, которые будут помогать все это оптимизировать. Вот, и работая с разными странами по уровню достатка, здесь как раз-таки нужно четко считать бизнес-модель и себестоимость ресурсов. Как я уже ранее сказал, у вас разный подход к разным гео. Если вы работаете с Tier 3, вы можете на авторегах, на автозаливе через Delfin хорошо заливать и плевать вам на эти аккаунты. Но как бы и денег там особо не увидите. Дальше, по подходам. Нужно использовать спай-сервисы, но я категорически против вот этой пропаганды, что через спай-сервис взял чужой криосик, тебе фартануло, он отлился в плюс. Ну, как бы у хорошего дизайнера зарплата там, $700, $1000. Это те люди, которые с радостью будут анализировать спай, как это выстроено у нас. У нас дизайнеры сидят в спай-тулах и смотрят, кто чем как отливается, чтобы подтягивать те или иные идеи. Но кроме анализа в спаях казиношных прил, мы также обращаем внимание на игровые, потому что там очень много разных новых эффектов, новых подходов и так далее. Также нужно учитывать визуальную часть в криосиках, это я дальше расскажу. И самое важное, если вы отливаетесь игровыми криосиками, это первые 5 секунд, потому что от них зависит внимание пользователя к вашей рекламе. Дальше все нужно тестить. Как бы вам кто бы ни рассказывал какие-то суперистории, всегда лучше самим проверить. Если берете прилку у компании, все равно проверьте. Если берете в аренду, все равно умейте проверять и составляйте себе свои чек-листы. Дальше наши байеры что делают? Они берут, у аффилейт-отдела говорят, нам нужно 2 прилки как минимум, дальше берут 2 оффера на гео и тестят по 2 лендоса и смотрят по своим криосикам, какая прилка у них хорошо зашла. Когда они декомпозируют весь этот процесс, очень легко получается работать. Сразу видно, как, команды 4 и байеров там 20-30 человек. И они успевают протестить очень много подходов, и дизайнеры уже знают, что заходит. У них выстроена нормальная коммуникация, нормальная обратная связь, и на выходе, там, уже через месяц, 2-3, когда ребята сработаются, у вас достаточно высокий процент крутых заходящих связок. Дальше, что касается таргетов, всегда обращайте внимание на KPI у рекламодателей, потому что могут быть разные трудности. Вот. Преимущественно, всегда заходит очень хорошо, это мужики 28+, это беспроигрышная история. Там и качество трафика хорошее и так далее. Но есть рекламодатели, которые говорят, да, нам без разницы, лейте на широкую, МЖ и погнали. Вот. Всегда обращайте внимание на это. И когда уже пошел у вас залив, у вас есть в трекере вся статистика, и Facebook вам ее тоже дает. Смотрите, делите по отсетам, по возрастам и таргетируйтесь получше, тогда будет профит. Вот. Основные проблемы и их решения. По ресурсам, как уже говорил, считайте косты, потому что
когда вы начинаете считать их, скажем так, по каждому юниту, у вас может оказаться очень интересная история, что байер вроде как лил в плюс, а по итогу вы подбиваете всю ресурсную часть, и оказывается, что чувак еле-еле вышел в ноль. Вот. И учитывайте, как уже говорил, мы, например, строим модель от выплаты. Например, выбрали там условно Германию, и там рейты там, $250-280. Мы уже понимаем, что мы можем себе позволить в этом подходе более дорогие ресурсы, дорогие прокси, дорогие фанпейджи, дорогие аки, там, европейские, а не авториги какие-нибудь. И с этим работаем. Вот. По технической части какие бывают? Бывает метка ФБ, бывают негативные отзывы, особенно в тир-3 странах. Это уже объяснял. Для этого ставьте человека, либо сами проверяйте, если не позволяют ресурсы, потому что если у вас оценка банально просядет до 3,8 или 4, вы потеряете очень много денег. За этим нужно следить. Вот. И также нужно прорабатывать историю с пушами. Дальше подробнее про это расскажу. И по запускам, ФБ всегда штормит. Вот сколько работаю, каждый раз, когда кто-то говорит, что делать, не можем запуститься, проблемы. Я, например, по клик-лиду вижу, что да, у одних ребят перестало получаться, у других все хорошо идет. Поэтому всегда подходите спокойно, и как таковых проблем их не существует. Есть задачи, надо просто понять и превратить задачу и решить. И подходите к этому бизнесу как к системному подходу. Да. Да, где-то так. Вот. Какие есть лайфхаки? Вот наш вебчик спрашивал, какие есть простые вещи, которые можно проверить, когда вы грешите на прилку или на оффер, или на ресурсы. Самая простая история – запустите на прилку белый криосик, какую-нибудь лайтовую картинку, вообще никак не связанную с гимблой. И таким образом вы проверите, запускается у вас или нет, норм-карта нет, норм-ак нет, и помечена прилка или нет. Потратите буквально пару часов, пока оно промодерируется и запустится, и пару баксов, чтобы оно прокрутилось. И такими простыми подходами вы сами себе обеспечиваете спокойствие при дальнейшем заливе. Подробнее потом могу рассказать про эту всю движуху, но подход очень простой. Это обычные прилки, и что у вас может идти не так, это прокся может быть плохая, это может быть плохой ак, вам продали или сами плохо сфармили, это карта уже с зашкваренным бином. Или прилку, например, вам выдали, а пока вы там запускались или готовились, она пометилась, и вы уже, в принципе, просрете ресурсы, потому что если не проверить, как это объяснить? Параллельно запускаете белый криосик, например, на прилку, и параллельно делаете криосики под прилку, потому что если вы сначала начнете большую-большую подготовку, то по факту можете оказаться с зря потраченными ресурсами. Проверяйте каждый шаг на всем этом процессе. Это обычный бизнес. Что касается по подходам, обращайте внимание на слоты. В каждой стране разные слот-провайдеры. И, например, если говорить про тир-1 страны, там люди уже знают, что они любят играть в конкретного провайдера. И они легко отличат скриптовое казино от казика с нормальными лицухами, хотя бы мальтийскими. Дальше смотрите ленды, приленды и в криосиках используйте их элементы. Здесь на примере Stellar показано, у них там была какая-то история с куриными слотами. Та же самая история на Vulkan Vegas. Есть хорошее колесо, под него тоже можно адаптировать криосики. Дальше. Используйте лого бренда. У вас должна быть вполне логичная цепочка действий, потому что дальше покажу, как это происходит, но просто вы должны понимать, что у вас есть путь рекламы. Это не просто со спай тернул криосик, запустил на левом аке и получил профит. Нужно каждый свой шаг продумывать. Какие бывают ошибки? Это спай, когда люди тупо оттуда тырят крео и просирают собственные ресурсы, и в том числе метят прилки. Это скучный видос, потому что то каким сочным видосом вы привлечете аудиторию, зависит весь ваш последующий путь пользователя. Не экономьте, не
используйте заюзанных стримеров или персонажей, не используйте заюзанные слоты и персонажей, потому что их очень много. Как это проверить? Просто заходите в казиношку, и даже, по-моему, без реги там доступны слоты, и казиношка всегда выставляет самые сочные, самые конвертящие у них слоты, и которые любит эта страна, в первых рядах. И вы увидите в каждом из продуктов, какие слоты на этом продукте лучше всего работают. И берете одного из персонажей, и это вам добавит профита к конверту. Как происходит вся эта движуха? Вот. Человек увидел Криос в Фейсбуке и попал в стор. Следующий шаг. Он нажимает на установку прилы, и здесь нужно учесть, что прилка должна мало весить, потому что какой бы крутой интернет ни был, нужно лучше сокращать путь пользователя к занесению денег. Дальше у вас должна быть хорошая скорость загрузки самого казино в прилки. Дальше мы, например, работаем с пушами и сегментируем аудиторию. И здесь ребята показали на креативе, как мы это делаем. Мы трекаем у себя людей, которые сделали инсталл, но не сделали регу, которые сделали регу, но не сделали деп, которые сделали первый деп, если нам рекламодатель дает такую информацию, но кто не сделал повторные. Вот. И прорабатывая с пушами, вы можете очень хорошо повысить свой доход, потому что мы, например, когда отправляем пуши с кэшбэками, с акциями по фриспинам или мотивируем к внесению первого депозита, оказывается, что таким образом долетает и 30, а иногда даже 50% денег. Вот. И у нас даже есть вебчики, которые не льют уже в клик-лид по 3-6 месяцев, а им до сих пор долетают лиды с проработки пушей. Поэтому никогда не забивайте болт на это. Если делаете прилки сами, будьте уверены, что домен, который открывается в прилке, у вас продлен. И пуши тоже не забывайте делать. Если у вас получается технически это выстроить, сегментируйте, потому что такой подход денег приносит побольше. Так, следующая история. Когда попали на прилку, она быстро загрузилась, регаемся и снова дожимаем человека. Как я уже сказал, чувак, окей, зарегался, давай вноси, получишь бонус. Следующий шаг на этой воронке – это сама игра и пополнение. Если вы можете сами протестировать, тестируйте платежки, либо хотя бы ориентируйтесь, какие основные платежки на данном продукте, если вы там работаете с рекламой напрямую или без разницы как. Лучше каждый шаг этой цепочки знать и проверять. Вот. Дальше в прилке проверьте, чтобы можно было играть в слоты, потому что будут трудности. Есть некоторые продукты, которые не адаптированы, например, к перевороту прилки. Там разные истории. Вот. Не поленитесь, это займет 5-10 минут проверить всю цепочку, чтобы быть спокойным, что все получится. Дальше, что мы делаем на примере с пушами, и как здесь показано, человек поиграл в казик, закрыл прилку, мы ему отправим пуш. Чувак, бывают такие интеграции, где мы знаем, в какой слот играл. Либо можете взять рандомно, если такого не видите, из топа слотов, которые в казике. И когда чувак закрыл, присылаете ему, чувак, на таком-то слоте прокрути еще 10 спинов и получишь бонус. 20 фриспинов. Вот. Это такие основные штуки, связанные по работе. Если есть какие-то вопросы, позадавайте. Что касается нас, у нас большая команда, и мы всегда рады талантам, как тимлидам, так и байерам, и даем все ресурсы, которые нужны. Если кто-то ищет команду, свяжитесь с нашим HR байинга, и с радостью с вами пообщаемся. Дальше мы также ищем аффилейтов и крутых тимлидов, и сеньоров, которые знают, как работать в нашей тематике. Вот. К сожалению, мы не очень любим переучивать, и здесь нужно знать особенности, как устроены прилки, как устроен ретеншн, как устроен залив и так далее. Поэтому, ребята, кто с опытом, мы с радостью порадуем вас хорошим профитом вашим личным. И кого еще ищем? Это ребят, которые умеют работать с рекламой, которые любят путешествовать на Мальты, в Дубае и так далее. Мы как компания с радостью дадим возможности. И если кому-то понравился наш стенд, и он знает, как сделать его круче, связан с маркетингом и так далее, тоже с радостью примем к себе крутых маркетологов. Вот. Спасибо вам за внимание.